Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В дополнение к видеоурокам по шитью, я начинаю создавать контент о ключевых теоретических аспектах, необходимых для мастерства в искусстве шитья и создания высококачественных изделий. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше и поднять свое мастерство на новый уровень. Сегодня рассмотрим все основные моменты, связанные с карманами. И, конечно, я предоставлю ответы на часто задаваемые вопросы. Карманы используются в одежде уже с древних времен. Они развивались и менялись в зависимости от эпохи и культуры. В ранние периоды карманы были съемными, а затем их стали вшивать в одежду. Карманы встречаются в различных видах одежды, начиная от брюк и шорт, заканчивая пальто и платьями. Они удобны для хранения важных вещей, которые вы хотите иметь под рукой. Карманы также имеют модное значение. Их дизайн, количество и положение на одежде могут влиять на общий стиль и внешний вид. Виды карманов. Их всего 3. Накладные, прорезные, в швах. Теперь немного подробнее о каждом из них. Накладные карманы – это один из наиболее распространенных видов карманов на одежде и различных предметах, таких как сумки и рюкзаки. Накладные карманы – это карманы, которые пришиты сверху к поверхности одежды или предмета. Они находятся на внешней стороне и обычно имеют клапан, который позволяет закрыть их. Накладные карманы часто встречаются на таких изделиях, как рубашки, пиджаки, куртки, брюки и шорты. Они также могут присутствовать на сумках, рюкзаках, пальто и других предметах одежды. Накладные карманы предназначены для хранения мелких вещей, которые должны быть в быстром доступе. Что такое клапан на накладном кармане? Это часть ткани или материала, которая может быть застегнута или закрыта пуговицей, молнией или другой застежкой. Служит для безопасного хранения содержимого кармана и защиты от выпадения предметов. Какие преимущества у накладных карманов? Легкий доступ к вещам, удобство в ношении мелких предметов, стильный дизайн и декоративные возможности. Какие недостатки у накладных карманов? Они могут быть менее безопасными для хранения ценных вещей, так как доступ к ним более открыт. И дополнительный объем таких карманов может делать одежду менее эстетичной. Следующий вид карманов – прорезные. Также известные как боковые прорезные карманы или врезные карманы. Прорезные карманы представляют собой отверстия, вырезанные в верхней или боковой части одежды, сделанные путем вырезания части ткани. Обычно они имеют одно или два отверстия и могут быть окантованы или оформлены по периметру для укрепления. Эти карманы используются для доступа к предметам, которые находятся внутри одежды или другого изделия. Прорезные карманы могут иметь застежки, такие как пуговицы, молнии или липучки, для обеспечения безопасности и предотвращения выпадения предметов. Прорезные карманы могут быть декоративными элементами и частью дизайна одежды. Они могут быть оформлены контрастной нитью, вышивкой, аппликациями или другими декоративными элементами. Прорезные карманы наиболее часто встречаются на верхней одежде, такой как куртки и пальто, но также могут быть и частью женских юбок, платьев и другой одежды. Прорезные карманы могут добавить стиль и удобство к одежде, но также они могут быть менее безопасными для хранения ценных предметов, так как доступ к ним более открыт. Третий вид карманов – карманы в швах, иногда называемые также боковыми швами. Представляют собой специальные карманы, которые находятся внутри швов одежды. Как правило, в боковых швах брюк, юбок или платьев. Они могут быть расположены в верхней или нижней части бокового шва в зависимости от дизайна. Одна из особенностей карманов в швах заключается в том, что они обычно невидимы снаружи одежды. Их дизайн создает впечатление отсутствия карманов, что делает одежду более эстетичной и гладкой. Карманы в швах могут использоваться для хранения мелких предметов и находятся на уровне бедер или талии. Карманы в швах обычно не имеют клапанов или других застежек. Доступ к ним осуществляется через отверстие в шве. Карманы в швах позволяют создать более гладкий вид одежды, так как они не создают дополнительного объема. Карманы в швах популярны в повседневной одежде, такой как брюки или юбки, и они предоставляют удобное место для хранения мелких предметов, сохраняя при этом стиль и эстетику одежды. Поговорим о самых часто возникающих вопросах относительно карманов. Какие материалы используются для изготовления карманов? Карманы могут быть сделаны из различных материалов, включая хлопок, полиэстер, нейлон, кожу и другие. Материал выбирается в зависимости от типа одежды или сумки и ее назначения. Что такое мешковина кармана? Это термин, который обычно используется в контексте карманов на одежде, чтобы описать ткань или материал, из которого изготовлен сам карман.
Мешковина кармана – это та часть, которая прячется внутри кармана и, собственно, является хранилищем. Мешковину краят как из основной ткани, так и из подкладочной и специальной. Что такое листочка кармана? Это деталь со сгибом посередине, вдоль длинной стороны. Длина листочки равна длине входа в карман. Обычно это 17 см, чтобы могла поместиться рука. Ширина листочки обычно 3,5-4 см в готовом виде. И еще один странный, но часто возникающий вопрос. Для чего нужны карманы в женских трусиках? Во-первых, это не карман в привычном его понимании. Это подкладка, называется ластовица. Во-вторых, ластовица – необходимая часть нижнего белья, дополняющая его слоем ткани на трусиках. Она пришивается в целях поддержания гигиены, чтобы кожа не контактировала с тканью, из которой сшита вещь. Для изготовления ластовицы используется гипоаллергенный натуральный материал. Если у вас остались вопросы или есть чем дополнить видео, пишите. Также буду рада обратной связи. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь и будьте стильными.